Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила и приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вот таким мокасинам. Будем с вами вязать их от начала до конца вместе, они довольно простые и каждый из вас сможет с ними справиться. Я хочу вам напомнить, что все материалы и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы еще не подписались на канал, прямо сейчас нажимайте на кнопочку «Подписаться», на колокольчик, и вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на моем канале. Будете получать уведомления первыми. Ну, начнем с вами мастер-класс. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно, подошва. Я подобрала вот такую подошву 36 размера, мне она нравится. Самый такой распространенный вопрос, где брать подошву. Сейчас в углу вы здесь увидите ссылочку на материал, где я рассказываю, где и что я покупаю. Пряжа. Мелисса Перлес номер 5. Это 100% катон. И здесь в 70 граммах 290 метров. Буду вязать в 2 нити. Для обвязки подошвы Мелисса Перлес номер 8. Это номер 5, это номер 8. И здесь вот крючок 2,25 для подошвы и 2,5 для самого изделия. Ну, еще нам понадобится шило и пару маркеров. Начинаю с того, что пробиваю отверстие по всей окружности подошвы шилом на расстоянии полсантиметра друг от друга. По кругу, просто шилом. И для того, чтобы вы поняли, что здесь полсантиметра, именно не сантиметра, вот я вам показываю, на 1,5 сантиметра у меня получается 3 отверстия. Иногда, потому что мне пишут, что кажется, что 1 сантиметр, вот я вам тут показываю. Здесь полсантиметра между отверстиями. Дальше, когда мы пробили отверстие, мы начинаем обвязку подошвы. Беру белую нить и начинаю вот с середины пятки. Первый столбик без накида в первое отверстие 1, а в следующие будут по 2 столбика без накида. Вот так провязываем до конца ряда. В конце ряда, там где у нас было последнее отверстие, будет 2 столбика, и в первое отверстие добавляем еще 1 столбик. А вот в конце ряда провязываем последнее отверстие, 2 столбика без накида. И теперь в первое отверстие довязываем 2 столбик без накида, в самую первую петлю соединительный столбик, затем закрепляем и обрезаем нить. Конец нити спрячем между столбиками здесь с внутренней стороны и завяжем потом при вязании в первый ряд. Теперь меняем крючок 2,25 на 2,5. Берем основную нить, которую будем вязать. И буду вязать в 2 нити, поэтому одну нить сверху возьму, вторую изнутри клубка. Начало вязания у нас будет вот здесь. Впереди, примерно там, где пальцы загибаются. Вот когда у нас заканчивают, когда мы ступню поднимаем,
вот здесь где-то. Первый ряд вяжем столбиками без накида по всей окружности, в каждую петлю обвязочного ряда. В конце ряда довязываем петли, оставшиеся столбиками без накида, а затем в первую петлю ряда мы опять начинаем вязать следующий ряд. То есть мы здесь не делаем никаких соединительных столбиков, ничего, просто продолжаем вязать снова по кругу еще один ряд. Но вязать мы его будем уже не до конца, а вот до закругления на пятки с этой стороны. Сейчас я покажу, где мы наметим это место маркером. Вот здесь у нас пяточка закругляется, и мы на этой стороне поставим маркер. Здесь мы закончим этот ряд. Вот доходим до маркера, провязываем последние вот эти столбики, и столбик последний, где у нас был маркер, провязываем и петлю эту переставляем на маркер. Теперь нить прокладываем на другую сторону закругления пятки. Проверяем, чтобы были параллельно эти петли. И вот отсюда, с этой стороны, начинаем вязать ряд. Вяжем столбики без накида до маркера на той стороне. Но здесь будем вязать по узору. Столбики без накида будут чередоваться, короткие и длинные. То есть первый столбик вот мы провязали из петли предыдущего ряда, а следующий столбик показываю ближе из петли на ряд ниже, то есть во второй ряд опускаемся. Потом снова столбик из первого ряда, следующий столбик со второго ряда. И вяжем так их по очереди, один за другим. Столбик с первого ряда провязываем. Следующий смотрим вот сюда вниз, со второго ряда столбик провязываем. Опять с первого ряда столбик. И снова со второго ряда столбик. Вот так доходим до маркера, чередуя длинные и короткие столбики. Здесь сейчас длинный столбик со второго ряда. И последний короткий столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Теперь довязываем по боковой части еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. 3 столбика без накида провязали. Теперь эту последнюю петлю переставляем на маркер, а нить снова протягиваем на ту сторону в начало ряда. В начале ряда отступаем вперед 2 петли и в третью начинаем вязать столбик без накида. Следующий столбик со второго ряда опускаемся на ряд ниже.
Теперь столбик с предыдущего ряда, с первого. Снова столбик со второго ряда. И теперь вот над длинным столбиком короткий из предыдущего ряда. Дальше над коротким длинный. Мы вот так будем уже в шахматном порядке. Над длинным короткий, над коротким длинный столбик вяжем. Я надеюсь, что хорошо вам здесь видно. Пишите в комментариях, если все нормально. Я буду стараться улучшать качество. Ну, хочется, чтобы вы все хорошо видели и понимали, как это что делается. Теперь вот так вяжем до маркера на той стороне. Затем 3 столбика провязываем вперед. Ставим петлю на маркер, переходим на эту сторону. Ряд точно так начинаем, как и предыдущий. И провязываем так в высоту рядов, пока мы не дойдем до переда. Здесь уже впереди, когда у нас осталось 3 петли, мы их провязываем. Вот эти вот последние 3 петли. И дальше уже будем двигаться по переду. И вязать будем уже не таким узором, который у нас на пятке, а вяжем просто столбики без накида вперед до боковой части на той стороне. Здесь дошли до узора и начинаем опять узор с короткого столбика. Над длинным начинаем короткий столбик и потом в шахматном порядке по узору вокруг пятки до переда и снова по переду провязываем так еще 3 ряда. Перед вяжем просто столбиками без накида из петель предыдущего ряда, а боковые части и задник вяжем по узору. Вот провязали мы все 4 ряда. Здесь заканчиваем ряд 2 соединительными столбиками. Затем нить мы обрезать не будем. Мы сейчас через вот эту петлю протянем клубок наш с нитью и завяжем узелок. Вот основа у нас уже получилась, и теперь мы будем переходить к переду. Всего у меня получилось 5 рядов по переду вместе с первым рядом и 16 рядов по заднику. То есть первый ряд и 16 рядов узором. Теперь находим впереди центральную петлю. И вот этой центральной петли намечаем ее, смотрим, чтобы ровненько было центр. И потом от этой центральной петли нам нужно будет вправо отсчитать 6 петель. Начинать будем с 7 петли от маркера.
Отсчитываем 6 петель. И вот у нас будет 7-я петля. Вот с этой 7-й петли привязываемся этой же самой нитью, провязываем столбик без накида. Теперь одну петлю пропускаем, делаем накид и со второй петли в каждую петлю провязываем столбик с одним накидом. Петлю пропустили, затем столбик с одним накидом во вторую петлю, и до маркера мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. То есть у нас столбик без накида, затем одна петля пропускается, 5 столбиков с одним накидом. Три, вот 4-й столбик с одним накидом и 5-й столбик с одним накидом. Теперь убираем маркер. Вместо маркера в центральную петлю снова столбик с одним накидом. И после центральной петли еще 5 столбиков с одним накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь так же, как с той стороны, пропускаем одну петлю и через одну петлю во вторую провязываем столбик без накида. Вот у нас получилось столбик без накида. Одну пропустили, 11 столбиков с одним накидом, одну пропустили, столбик без накида. Последнюю петлю переносим на маркер, нить протягиваем в начало ряда. В начале ряда одну петлю отступаем вперед, во вторую петлю столбик без накида. Дальше столбик с одним накидом перед первым столбиком. Теперь рельефный столбик с одним накидом под второй столбик заводим крючок. Между вторым и третьим обычный столбик с одним накидом. Под четвертым рельефный столбик. Снова за рельефным столбиком столбик с одним накидом обычный. Этот столбик пропускаем под следующий рельефный столбик с одним накидом. Сразу за рельефным обычный столбик с одним накидом, а затем рельефный столбик с одним накидом. У нас вот получается, что над одним столбиком у нас обычный столбик, можно прям в столбик, а можно рядом. И над следующим мы вяжем рельефный столбик, то есть обнимая сзади как бы крючком этот столбик. Я думаю, что вам хорошо видно, я довольно близко показываю.
Вот здесь у нас последний рельефный столбик вяжем. И затем провязываем обычный столбик с одним накидом, но уже вместе с петлей, которая у нас на маркере. Вот таким образом. Петлю на маркере и еще петля с накидом сначала, потом оставшиеся 2 петли. В конце пропускаем одну петлю, во вторую столбик без накида. Петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Ряд начинаем также, отступаем одну петлю вперед, во вторую столбик без накида. Теперь столбик с одним накидом перед первым столбиком предыдущего ряда. И столбик с одним накидом за первым столбиком предыдущего ряда. Немножко начинаем добавлять здесь столбики. Дальше рельефный столбик с одним накидом. Мы уже дальше вяжем по рисунку. Тут видно будет, где рельефные столбики, над ними вяжем рельефные столбики, где обычные столбики, над ними вяжем обычные столбики с одним накидом. Узор здесь несложный, он довольно простой, будет повторяться на весь перед, тут ничего менять не надо. Мы только здесь в начале вяжем 5 рядов с добавлением петель, а следующие уже будем без добавления. Я сейчас вам покажу. В конце ряда также вот рельефный столбик у нас последний. Затем столбик с одним накидом вместе с петлей, которая у нас на маркере. Пропускаем на боковой части одну петлю, во вторую столбик без накида. Петлю переставляем на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Следующий ряд одну петлю отступили, во вторую провязали столбик без накида. Столбик с одним накидом перед столбиком предыдущего ряда, перед первым. Вот здесь до рельефного столбика 2 столбика, поэтому первый берем вот этот, второй вернее столбик, делаем из него рельефный столбик. И дальше, как обычно, обычный столбик с одним накидом, рельефный столбик. То есть дальше уже идем по узору.
В конце ряда вокруг последнего столбика с одним накидом вяжем с одной и с другой стороны по столбику с одним накидом. Первый столбик с одним накидом и второй вместе с петлей, которая у нас на маркере. Как всегда, пропускаем одну петлю во вторую столбик без накида в конце ряда. Затем переносим эту последнюю петлю на маркер, нить возвращаем в начало ряда и продолжаем вязать вверх. Здесь буду просто еще показывать, чтобы вам было понятно. Можете просто медленнее скорость поставить, если вам будет так удобнее просматривать. И смотрите. Друзья, не забудьте написать какой-то комментарий. Мне ваши отзывы очень важны. Я вижу, что вы пишете. Я подстраиваюсь под вас, улучшаю свои видео. И на канале у меня огромное количество уже видео, их более 100, поэтому вы можете найти любую модель там, заходите в плейлисты, выбирайте все, что вашей душе угодно. Есть очень интересные модели, и ботиночки, и босоножки, и мокасины, и туфельки, в общем, все, что вы сможете только пожелать. Поэтому заходите и просматривайте, ищите для себя то, что вам понравится. Вот так у нас получается перед. Вот я вам сказала, что первые 5 рядов мы идем на увеличение, да, на расширение, а потом уже я иду прямо. Вот здесь я уже больше не добавляю петель, чтобы верх не топорщился и не был таким некрасивым. Поэтому я сейчас покажу еще, вот как просто по рисунку идем. Начинаем ряд, как обычно, и просто над каждым столбиком без накида, столбик без накида, над рельефным столбиком вяжу рельефный столбик. Тогда перед получается очень аккуратным, ровненьким и красивым. Добавлять петли дальше нет необходимости, потому что пряжа она мягкая, она вокруг ножки ляжет, и потом у нас будет язычок слегка поднят, и поэтому все будет очень отлично, оно будет хорошо сидеть на ножке. Единственное исключение для тех, у кого очень высокий подъем, вы можете провязать с расширением еще 3-4 ряда. Вот считаю ряды. Всего впереди я провязала 15 рядов. Теперь буду следующие ряды вязать белой нитью. Ввязываю ее, начинаю вот с этой стороны. Сейчас я привяжу сюда белую нить. Обязательно прокладываю в начало ряда нить, для того, чтобы толщина вязки была одинаковая. Сюда просто ее привяжу, а потом во время вязки я этот хвостик обязательно ввяжу вовнутрь, чтобы он не болтался. Начинаем ряд сразу же от первой петли, от предыдущей. И вяжем над каждым столбиком столбик без накида, весь ряд от начала до конца. В
сами столбики будет неудобно крючок вставлять, особенно в рельефные, они тугие, поэтому между столбиками просто перед каждым столбиком столбик без накида вяжу. В конце ряда довязываем петли и последнюю петлю вяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. И после этой петли еще один столбик без накида на боковой части и переносим петлю на маркер. Нить возвращаем в начало ряда. Следующий ряд точно так же начинаем на одну петлю вперед и вяжем еще один ряд столбики без накида в каждую петлю. Не забываем про нить протянутую, ввязывать ее, чтобы не болталась изнутри. Следующий ряд продолжаем белой нитью и вяжем опять же на одну петлю вперед, начинаем ряд, а потом провязываем длинными столбиками, то есть вяжем, вводим крючок не в петлю предыдущего ряда, а опускаемся во второй ряд, то есть на ряд ниже, чтобы столбики получались длинные. Провязываем весь ряд от начала до конца длинными столбиками. Вот так как бы мы обвязали оба ряда вместе. Заканчиваем ряд, провязываем последнюю петлю с петлей, которая у нас на маркере. И теперь вводим в вязание нить коричневого цвета, то есть та, которая у нас была основная. Следующий ряд вяжем уже цветной нитью и вяжем столбики без накида.
Провязываем также коричневой нитью столбиками без накида один ряд, следующий ряд длинными столбиками. Вот точно так же у нас получилось. 2 ряда обвязываем и потом опять вводим белую нить. И провязываем тоже 2 ряда. То есть один ряд будет у нас столбики без накида, второй ряд длинные столбики, охватывающие 2 ряда. Я думаю, что здесь вы справитесь сами. Довяжете ряд столбики без накида, потом еще один ряд длинными столбиками. И дальше мы опять вводим коричневую нить. Первый ряд вяжем так же, как и предыдущие. 1 петля вперед, начинаем ряд и вяжем столбики без накида до конца ряда. Последнюю петлю поставим на маркер, а вот второй ряд мы уже будем начинать не так. Ряд довязали, нить белую обрезаем, она нам не нужна, мы ее потом должны спрятать в вязание. Ну, вот здесь, где у нас белая нить проходит, там мы спрячем ее. И вот следующий ряд мы начинаем уже вот с этой петли, то есть вот здесь, не с боковой части, а уже здесь мы будем вывязывать язычок. И вяжем по узору длинные короткие столбики, чередующиеся между собой. Один из петли предыдущего ряда, один из петли на ряд ниже. Будем повторять узор точно такой, который у нас на боковой части. То есть вот так в шахматном порядке будем вязать. Следующий ряд начинаем с петли, вот где у нас длинный столбик. Вяжем первый короткий столбик над длинным столбиком. Вяжем по-прежнему по узору в шахматном порядке. Над длинным короткий, над коротким длинный столбик. Провязываем до конца ряда. И таких рядов нам надо провязать 4. Все время начинаем ряд над длинным столбиком. Конец ряда всегда заканчиваем на последней петле вместе с петлей, которая у нас на маркере, и дальше не продолжаем. Эту же петлю и переносим на маркер. Таким образом у нас получается как бы язычок наверх. Он будет не длинный, короткий, но это придаст красоту и форму такого полуботиночка для наших мокасин. Провязываем таким образом еще вот 2 ряда. Я уже думаю, не буду показывать, а дальше делаем обвязку. Из самого угла от боковой части вяжем столбики без накида
по всей окружности этого язычка. Тут все просто, но только в верхних уголочках язычка, вот здесь в каждую угловую петлю по 2 столбика без накида. Не забывайте, чтобы потом не стягивало вязание. Когда обвязку язычка мы закончили, теперь приступаем к обвязке верха самого изделия. Значит, обвязывать я буду просто полустолбиками, но накид буду делать не сверху, как мы берем на крючок накид, а снизу подбираем. Вот посмотрите, как я это буду делать. И вот таким образом делаю по всему периметру. Можно, в принципе, сделать обвязку просто столбиками без накида. Это как вам нравится. Можно рачьим шагом, можно одновременно сюда ввязать резиночку, если есть желание. Ну и у меня очень плотно садится на ножку оно, поэтому я резиночку ввязывать не буду. Вот так крючком снизу накид и потом полустолбик обычный в каждую петельку. Получается довольно красивая и очень плотная обвязочка. Довязываем на той стороне до язычка. И здесь переходим к вывязыванию бортика по переду. То есть вот так в каждую петельку захватываем в самом верхнем ряду вот этой основы нашей и провязываем столбик без накида. Все, заканчиваем вот здесь, в этом углу. Провязываем соединительный столбик, нить обрезаем, перетягиваем ее на изнаночную сторону и там прячем тщательно в вязании. Ну вот, я думаю, что для вас тут ничего сложного не было. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Вообще пишите свое мнение, замечания свои, пожелания. Все учту. Получилось довольно неплохо, и я думаю, что у вас тоже это получится. Ну и не фокусируемся только на мокасинах. Вот сейчас вы в конце увидите окошечко, и в нем ссылочка на туфельки. Я вам рекомендую просто туфли блеск. Они на самом деле соответствуют своему названию. Очень интересная модель. Обязательно перейдите и посмотрите на эту модель. Желаю вам ровных и красивых петелек. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.